Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 1 февраля, сегодня у нас с вами денежный четверг, поэтому обязательно в этот день откройте окно и скажите буквально одну фразу. Она привлечет в вашу жизнь изобилие, достаток и благополучие. И что немаловажно, этот февраль 2024 года для вас может пройти достаточно удачно и легко. Главное знать, что делать и какие слова нужно произнести. Давайте далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, друзья, сегодняшний день, 1 февраля, обещает быть днем особенным в энергетике Луны. Дело в том, что, как вы знаете, в этот день Луна у нас находится в стадии убывания и находится в знаке зодиака Весы. А это сочетание создает уникальную динамику, которая будет влиять на наши эмоции, на наши отношения и на нашу энергетику дня. Как вы знаете, убывающая Луна символизирует время очищения, избавления от лишнего и подготовки к новому циклу. Поэтому сегодня прекрасный день для того, чтобы освобождаться от привычек, ненужных вещей и эмоционального какого-то багажа. Луна, находясь в знаке зодиака Весы, а вы знаете, что Весы управляют энергией воздуха и ассоциируются с балансом, гармонией и отношениями. Знак Весы ставит акцент на справедливости, на красоте и на взаимоотношениях. Влияние этого знака может подтолкнуть нас к поиску равновесия в жизни и в отношениях с окружающими людьми. Луна будет находиться на 21-х лунных суток, а это дает нам период, который нужен для работы с энергией знака зодиака Весы и для того, чтобы мы притворяли принципы в жизнь. И первое, что нужно сделать, вы знаете, сегодня, ввиду того, что убывающая Луна, и именно сегодняшний день, 1 февраля, благоприятен для проведения процедур очищения. Поэтому сегодня избавляйтесь от ненужных вещей, отношений, которые вам не приносят радости и несут одни негативные эмоции. Знак зодиака Весы поддерживает акцент на отношениях, поэтому постарайтесь воспользоваться сегодня этим днем, чтобы внимательно оценить свои личные и профессиональные связи. Старайтесь поддерживать гармонию и справедливость в общении. Кроме того, 21-е лунные сутки предоставляют нам время для внимательного анализа текущего положения в жизни. Поэтому обязательно посмотрите на свои цели, на планы и внесите коррективы, если это необходимо. Конечно же, в этот день будут и опасности, на которые вам стоит обязательно обратить внимание. И первое – это эмоциональная чувствительность. Дело в том, что под воздействием знака зодиака Весы каждый из нас может стать более чувствительными к эмоциям и к окружающей обстановке. Поэтому старайтесь сегодня избегать конфликтов и старайтесь поддерживать позитивное эмоциональное состояние. Кроме того, будьте осторожны и при анализе отношений. Не переоценивайте ситуации и сегодня ни в коем случае не принимайте радикальных решений в спешке. Также сегодня очень важно избегать лишней самокритики. Очищение и трансформация могут привести вас к саморефлексии. Поэтому избегайте излишней самокритики и сосредоточьтесь сегодня на росте и развитии, насколько это возможно. Вообще сегодняшний день и Луна, находящаяся в знаке зодиака Весы, подчеркивает нам важность внутреннего баланса, чистоты и гармонии в отношениях. Поэтому следует сегодня воспользоваться этим днем для тщательного анализа и подготовки к новым вызовам, сохраняя позитивное отношение ко всему и бережно обращаясь к окружающим людям. Также обращаем ваше внимание, этот день отличается особым энергетическим зарядом, который направлен на умственные аспекты личности. Луна, находясь в знаке зодиака Весы, придает человеку изысканность мышления и способствует развитию интеллектуальных качеств. Поэтому влияние этого дня будет проявляться в первую очередь в усилении умственных способностей. Человек становится более открытым сегодня к новым идеям, способен легко воспринимать информацию
и анализировать ее. Этот период благоприятен для обучения, для углубленного изучения наук, а также для развития креативных навыков. Также 21 лунный день, сегодняшний день, будет способствовать духовному росту и творческому обновлению личности. В это время человек может обрести новые идеи, также у него может быть обострено восприятие внутреннего мира и глубокий вдохновленный взгляд на окружающую реальность. Также обращаем ваше внимание, что энергия Луны в знаке зодиака Весы создает гармонию в душе и способствует балансу между духовным и материальным. Луна, находясь в знаке зодиака Весы, в человеке таким образом просыпается чувство справедливости. Человек становится более внимательным к балансу и к равновесию в отношениях. Также этот день подходит для разрешения конфликтов, поиска компромиссов и укрепления взаимопонимания в общении. Кроме того, сегодняшний день считается и благоприятным для достижения целей. Энергия Луны в этот день способствует ясности мышления и фокусировке на конкретных задачах. Это время подходит для разработки и воплощения планов, направленных на достижение бизнес-целей. Однако важно сегодня сосредоточиться на простых вопросах, избегая сложных и каких-то многозадачных сценариев. В это время энергия для достижения цели будет весьма сильна. Вообще, сегодняшний день считается благоприятным для торговли, но не рекомендуется проводить сегодня крупные деловые сделки или вступать в многочисленные деловые контакты. Вместо того, старайтесь фокусироваться на внутреннем укреплении бизнес-процессов. Решайте сегодня текущие вопросы и готовьте планы на будущее. Как мы уже сказали ранее, этот день идеально подходит для решения простых вопросов в бизнесе. Энергия Луны в знаке зодиака Весы настраивает нас на баланс, на гармонию, что благоприятно для обеспечения стабильности в деловой сфере. Используйте этот день для простых корректировок, оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности. Кроме того, обращаем ваше внимание, хотя сегодняшний день благоприятен для достижения конкретных целей, серьезные бизнес-решения лучше отложить все-таки на другой день, потому что, поддавшись на энергию этого дня, вам нужно обязательно будет сосредоточиться на мельчайших деталях и на текущих задачах, оставив более глобальные и сложные решения на более подходящее время. Кроме того, обращаем ваше внимание, в этот день, когда Луна находится в знаке зодиака Весы, пожалуйста, сегодня уделите особое внимание тазобедренному поясу, крестцу и нижней части позвоночника. Также этот день предостерегает нас от резких и ненужных движений, особенно в области тазобедренного пояса и крестца. Луна в знаке зодиака Весы создает энергию баланса, исключая необходимость в резких маневрах. Рекомендуется сегодня уделить время растяжке и укреплению спины, что поможет поддерживать здоровье позвоночника. Кроме того, сегодня рекомендуем уделять внимание своему пищеварительному тракту. Благоприятно сегодня нагружать желудок, однако стоит предпочитать легкую и легко усваиваемую пищу. Избегайте сегодня переедания и соблюдайте режим приема пищи. Вода и травяные напитки также будут полезны сегодня для поддержания баланса жидкости в организме. Также избегайте сегодня и лишних нагрузок. Да, спорт и физическая активность важны для вашего здоровья, но в этот день стоит быть осторожным именно с интенсивными тренировками. Предпочтение стоит отдать более мягким формам физической активности, таким как йога или плавание. Это поможет укрепить тело без излишних нагрузок на ваши суставы и позвоночник. Что же касательно стрижки волос, то лунный календарь также говорит о том, что стрижка волос сегодня может влиять на различные сферы вашей жизни. Вообще, подстригая сегодня волосы, вы можете привлечь возможность приобретения собственности. Однако следует учитывать, что с этой стрижкой может быть связано и увеличение вашего веса. Поэтому здесь, опять же, очень важно, чтобы вы сегодня поддерживали баланс. С одной стороны, ухаживали за внешностью и в том числе не забывали о заботе о своем здоровье.
Теперь давайте посмотрим, что же нам, какая у нас сегодня выпала карта и на что нам сегодня стоит обратить внимание. Итак, карта этого дня, друзья, 2 меча. И представляет собой, да, изображение женщины, которая держит в каждой руке по мечу. И она стоит на фоне у нас с вами морского пейзажа, символизируя внутренний конфликт и неопределенность. Эта карта указывает на необходимость, возможно, у вас сегодня принятия какого-то достаточно сложного решения. Также карта нам говорит о внутреннем противоречии, возможно, связанного с выбором между двумя дорогами, путями или решениями. Вам могут помешать сегодня какие-то различные факторы, создавая вам затруднения в принятии окончательного решения. Карта 2 меча может и подчеркивать необходимость принятия решения, даже если оно кажется непростым. Вам придется взвесить все «за» и «против» и постараться выбрать наиболее подходящий вариант. Кроме того, сегодня вам нужно искать баланс и гармонию. Не исключено, что принятие сложного решения приведет к лучшему пониманию себя и окружающего мира. Кроме того, сегодня эта карта говорит о том, что вам необходимо сдерживать свои эмоции и размышления о ситуации. Все это делать нужно только рационально. Возможно, вам придется ставить эмоции в стороне, чтобы принять какое-то объективное решение. Кроме того, обращайте в этот день внимание на те решения, где вам предстоит принять что-либо. И постарайтесь сегодня взглянуть на ситуацию с разных точек зрения. Если есть возможность, обсудите эти вопросы с другими людьми. Иногда взгляд со стороны может пролить свет на сложные ситуации. Также сегодня карта 2 меча призывает к освобождению от страха перед принятием решений. Иногда, даже если решение кажется вам трудным, оно может привести к неожиданным благоприятным результатам. Теперь давайте посмотрим, что нам говорит Архангел Михаил на этот день, 1 февраля. Итак, друзья, 1 февраля – это сегодня тот день, который носит в себе особенное энергетическое влияние. И вы сегодня можете обратиться к советам и к поддержке высших сил. И давайте рассмотрим советы и энергию, которую Архангел Михаил дает нам на этот день. Первый совет – это борьба за свои ценности. То есть Архангел Михаил, как вы знаете, символизирует силу и смелость в борьбе за высшие духовные ценности. Поэтому в этот день подумайте о своих принципах, о своих убеждениях. Возможно, наступил момент, чтобы смело заступиться за то, во что вы действительно верите. Также в этот день уделите внимание своему внутреннему миру и пространству вокруг вас. Как вариант, проведите практику очищения, будто с использованием свечей, благовоний или просто помолитесь, скажите слова. Также, если вас что-то пугает или вас тормозит что-то в жизни, обратитесь сегодня к Архангелу Михаилу за поддержкой. Кроме того, знайте, что если у вас какие-то есть сегодня важные решения или задачи, с которыми вам сложно решить их, или вы не знаете, как поступить, то обратитесь сегодня к Архангелу Михаилу, и он обязательно вас направит на путь истины. Обязательно он вам поможет. Помните о том, что ваша задача уметь научиться говорить с высшими силами. Очень многие люди не умеют, боятся или не знают, как поступить. Обращаем на это ваше особое внимание. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 1 февраля, достаточно успешный день, достаточно благополучный день. Также обращаю ваше внимание, сегодня очень важно провести одну уникальную практику. Для этого вам нужно в любое время, эту практику вы можете провести и на работе, можете провести ее и дома. Здесь все зависит от того, как вы пожелаете. И сегодня в этот день открыли форточку и скажите следующие слова.
Февраль наступил, деньгам дорогу открыл. Я по ней иду, достаток и изобилие привлеку. Истина да будет так. Также, друзья, в комментариях к этому видео напишите эти слова. Не поленитесь, потому что февраль только наступает, и очень важно правильно запустить те энергии, те процессы, которые вам нужны в жизни. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 1 февраля. Друзья, ставьте лайк этому видео, в комментариях обязательно пропишите эту фразу. Февраль наступил, деньгам дорогу открыл. Я по ней иду, достаток и изобилие привлеку. Истина да будет так. Друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, помочь нам, друзья, ссылка есть в описании, так и написано. Благодарность можно выразить по ссылке. Нажимайте и, пожалуйста, как вы считаете. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.